Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я хочу продолжить тему тайны крови и рассмотреть генетическую совместимость. Как я уже говорил в предыдущих видео, обращал ваше внимание, что основная цель нашей жизни – это подготовить себе тело, а именно костюм для бессмертной души, для следующего воплощения. Потому что душа у нас бессмертна, но тело, как вы знаете, нужно время от времени менять. Раньше это время было минимальным 144 лета, сейчас еще меньше. И при том знание о том, как правильно создать тело, которое будет лучше, совершеннее и которое будет иметь продолжительность жизни намного выше, чем сейчас. Древние об этом знали, об этом информация осталась. И поэтому я предлагаю приступить к этой теме, которую мы уже в предыдущих видео рассматривали, где я обращал внимание людей на правила совместимости в паре, для того, чтобы найти того, кто вам предназначен, и, соответственно, получить максимальный потенциал, который будет реализован в физическом теле. А именно для этого и обращалось внимание древними на совместимость в паре, где нам нравятся больше всего те, кто на нас максимально похож, и те, кто на нас максимально не похож. Но это у нас заложено на уровне инстинктов. И если мы головой не понимаем, в чем же суть, то мы можем, наоборот, наделать кучу проблем. Когда вообще получится невозможно получить новое тело. А древние это знали, обучали, и я вам предлагаю напомнить, потому что здесь нет никаких противоречий. Максимально похож, максимально не похож. В предыдущих видео я это все рассмотрел и показал, что видов совместимости множество. Первая и главная совместимость должна быть душевная совместимость. То есть должна быть одинаковая энергоновая структура душ. Тогда вы сможете произвести детей, которые будут выполнение долга перед родом. А долг перед родом это 2 мальчика, 2 девочки для каждой пары. Это долг перед земными родителями. То есть дать возможность продолжаться родовым линиям как мужчины, так и женщины. Если же люди были духовно развиты раньше, то они выполняли долг не только перед родом земным, но и родом небесным, а это минимум от 9 до 16 детей. То есть 16 детей – родовой круг. Опять же, это связано с энергоновыми структурами душ. Поэтому это первый пункт. Если энергоновые структуры душ одинаковые, значит ваши душа из вашего рода сможет воплотиться в ваших детей. Если же они различны, то в это будет нарушение этих понятий, будет совершенно другой род, совершенно другая душа, а ваши души не смогут воплотиться, то есть это нарушение, неисполнение долга перед родом. Это я рассматривал в предыдущих видео, все ссылки на материалы в описании, переходите, смотрите. Наоборот же, звездная совместимость для получения максимального потенциала, который можно реализовать в жизни, можно реализовать здоровье тела, души, максимального таланта души, которая проявится. Нужна как раз максимальная разность звездной совместимости. То есть, что это значит? То есть, максимальная разность дать рождение для получения максимального звездного потенциала энергии парой. То есть, у нас есть Сворожий круг или годовой цикл. Люди должны быть рождены в разные лета. Но при этом на Сворожьем круге они должны находиться в противолежащих чертогах. Если у нас максимальное количество дней даже в священном лете 369, например, то значит половина от этого количества дней это и есть максимальный энергетический потенциал по дням. То есть примерно 184 дня. Ну, например, для примера, у меня такой потенциал у родителей 174. Поэтому вполне вероятно, плюс остальные предыдущие условия, это и дало возможность реализоваться душам, их максимальный потенциал реализовывать и дальше. И вы должны это знать. И это мы уже рассматривали. Теперь мы приступаем к третьему пункту. Генетическая совместимость. Почему? Потому что она предусматривает, что смешивание только с теми, кто минимум на 7 поколений не является для вас генетическим родственником. И эту тему я хочу раскрыть, почему же это так. При этом ни один пункт не подменяет собой другой. То есть сначала первый пункт, потом второй, а потом третий. А не так, что один пункт выполнили, а на другие мы не обращаем внимания. Нет. Только исполнение всех пунктов подряд
позволяет получить этот максимальный потенциал, который можно реализовать как раз в новом теле, а это тело будет и более талантливое, и душа будет более светлая, и сможет вести за собой даже целый мир, делать лучше. То есть это все находится в ваших руках, поэтому об этом нужно знать, чтобы не попадать в инстинкты, а инстинкты нас заводят наоборот в проблемы, когда люди максимально не похожие душами начинают смешиваться, из-за чего не выполняют долго перед родом, получается множество проблем. Казалось бы, они максимально различны, но они нарушают элементарные законы мироздания, которые раньше знал каждый, сейчас не знает никто. Поэтому предлагаю вам изучить уже имеющиеся материалы и приступить к рассмотрению именно нашей темы генетической совместимости. Потому что вы прекрасно знаете уже сегодня, каждый знает, что в генетическом плане отец это X и Y, а мать это 2 X. То есть у каждого своя функция, это не хорошо и не плохо, так заложено природой. Отец, он дает образ духа и крови, то есть он приводит души из высших духовных миров, это его роль. В том числе он может приводить и из рода матери, то есть из своего рода. А мать дает тело для души этой, то есть физическую оболочку. То есть и она же обеспечивает связь двух мужских родов. Это ее роль. Поэтому это совершенно разные энергетики. И когда люди это исполняют, то мы понимаем, что для того, чтобы, например, получился мальчик, мужчина должен дать свой Y, а женщина может дать все равно X. Но, казалось бы, так она что, ничего не решает? Нет, она решает. То есть, почему раньше пары применяли общение для того, чтобы понять и решить, а кого они хотят первым ребенком? Потому что если мужчина дает свой Y и хочет, чтобы у него был мальчик, а женщина хочет, чтобы первая была девочка, у них элементарно может не получаться зачатие, только потому что женщина не пропускает это решение. То есть тут важно взаимодействие в паре, решение, кто из детей будет первым, вторым, третьим, пятым и десятым. То есть тогда это все будет протекать легко и просто, когда вы это понимаете. Иначе у вас проблема может быть в элементарном непонимании, нежелании слышать друг друга. То есть когда мы это понимаем, мы можем перейти дальше и понять, что зачем нужна гармоничная структура душ у обоих партнеров. Потому что отец, он приводит душу из высшего мира, но из-за того, что она гармоничная, то у отца такая душа и у матери. То есть у них одинаковая структура душ. Поэтому он может привести душу из рода матери, то есть из рода своей жены. Вы понимаете, что гармоничность душ позволяет приходить душам из рода жены и воплощаться уже в детей, которые будут нести, например, генетику отца, то есть тот же мальчик, он генетически будет нести Y отца, но душа у него будет из рода матери. То есть получается максимальное генетическое разнообразие, и души из одного рода попадают в генетику другого. Вот же в чем суть. И то же самое у отца, у него там может родиться девочка, где генетика будет смешанная мама плюс папа, но душа может прийти из рода отца, то есть она тоже получит возможность это генетически максимально развиваться, быть максимально полную информацию получать, быть максимально устойчивой ко всем стрессам, проблемам, развивать свои способности. То есть вот же функция отца, почему нужна эта гармоничная система. Иначе будут воплощаться души, которые вообще будут приходить из других родов при смешивании, как я это уже показывал. То есть, но поймите правильно, что если у вас был дедушка, и вот он умер, и вы родили ребенка, то душа дедушки не попадет в этого ребенка. Почему? А потому что воплощаются только души, которые отстают от вас на 7 поколений. Опять эта цифра 7, 7 я. Опять она здесь присутствует, и я вам покажу, почему она здесь присутствует, как это проявляется. То есть вы уже поняли, что гармоничная структура душ позволяет получать и разнообразную генетику, и вселяться к душам и из рода матери, из рода отца. А то вы подумаете, что как бы пройдет продолжение рода отца, там, а материнские души вообще ниоткуда не берутся. Нет. В том-то и дело, почему и долг перед родом это 2 мальчика, 2 девочки. Первый мальчик будет урод. То есть он полностью будет нести мощь генофонда рода отца. А вот второй мальчик получит хоть и генофонд отца, но душа будет из рода матери, например. И эта душа получит как бы разнообразные гены, которые сможет использовать опять же для саморазвития.
То есть вот же в чем суть системы. Друзья, вы знаете, что я давно сотрудничаю с брендом Synthesit. И главный продукт имеет фантастические свойства, подтвержденные исследованиями известных ученых и НИИ, и отзывы сотен потребителей, среди которых также есть известные люди. Однако хотел бы обратить ваше внимание, что у них также есть большая линейка различных добавок, которые хорошо показали себя в сочетании с синтезитом. Например, синтезит сердца-сосуды с куркумином. Он имеет мощнейшее противовоспалительное и антиоксидантное действие. Синтезит иммуноактив с водорослью фукус, которую называют секретом японских долгожителей. Синтезит суставы и синтезит коллаген. Отличные препараты для профилактики проблем с суставами. Все эти продукты можно купить на сайте Synthesit или на маркетплейсах. А система эта, которую я и показывал, вот эта птица рода. Обратите внимание, вот я поставил эту синюю стрелку и показал, что вы пришли где-то из 8-го поколения. То есть ваша душа, она 8-м поколением связана с этим родом. И вот она только воплотилась в этом ребенке. Вот же в чем суть. И числа вот здесь, они не случайны, что 2 это отец и мать, потом 4 родственника, потом 8, 16, 32, 64, и уже 7-е поколение 128. А вместе это 254, плюс вы 255. То есть это все не случайно, это все заложено в нашей генетике. И поэтому вы должны понимать, что душа приходит только из 8-го поколения. Поэтому раньше была минимальная продолжительность жизни 144 лета. И вот каждые 20 лет было новое поколение, и фактически человек мог воплотиться сразу же в той же семье. То есть дети, постоянно дети. И вот его как бы душу приглашали воплощаться в этом ребенке. То есть, и хоть генетику мы получаем от мамы с папой, но заметьте, мы больше всего похожи именно по талантам. Вот наши таланты проявляются от бабушек и дедушек. Почему, если человек, например, работает в одной отрасли, какую-то себе профессию получает, то вот дедушка начал, и папа продолжает, а уже таланты, то есть усиление этого процесса идет уже во внуках. То есть внуки начинают достигать максимальных результатов. И почему и раньше существовали династии, потому что это уже все записывалось в генетике, оно проявляется как бы еще через поколение. То есть эти наработки. И поэтому мы более, кстати, нас больше про дедушки, бабушки любят. Но это как раз такие генетические нюансы. Факт остается фактом, что эта структура совершенно не случайна. И долг перед родом, и соединение отца-матери – это птица рода. Птица рода отображена в этих компьютерных данных, да. Это двоичный байт. Вот что мы знаем о двоичном байте? Что состоит в основном из 8 двоичных цифр. Как раз их сумма дает 255, но 256 это как бы переход, это ваша пара, которая нужна для продолжения цикла. Потому что один-то вы не сможете детей породить, хоть вы мальчик, хоть вы девочка. Поэтому 255 плюс еще один для продолжения получается 256. Вот он, двоичный байт. А вот ДНК байт, который именуют кодоном, содержит 3 символа. И так как каждый символ имеет одно из 4 значений, то это можно сказать 4 умножить на 4 умножить на 4. То есть это 64. То есть кодон ДНК имеет 64 возможных значения. В отличие от 256 значений двоичного байта. То есть двоичный байт это и есть наша птица рода. А вот эти вот кодоны ДНК 64, это как раз и есть матрица 8 на 8. Это пошли вот эти триграммы. Кто делал гороскоп, тот знает, что это такое. То есть это пошла как раз разворот родовой структуры. Там же книга перемен. Там же идет наша световая письменность. Там же идут символы. То есть это все прекрасно древние знали. Сегодня наука только-только начинает этим заниматься и понимать, что это опять же все связано с цветом, светом, передачей генетической информации. Подтверждение мы этого можем найти в нашей костной структуре, потому что все, та информация, которая в нас содержится, она будет реализована в теле, в том числе и в костях. Обратите внимание, плечевой пояс вместе с верхними конечностями имеет 64 кости. Опять 64. А нижние конечности это 60 костей, но существует же еще тазовый пояс, 2 кости. И позвоночник, который тоже находится прикреплен к этим костям. То есть это еще 1-2 кости для связи с позвоночником.
Получается, опять же, эти искомые 63-64 кости. Кстати, обратите внимание, синяя стрелка позвоночник, самая верхняя, где наука пишет, что вообще нормально 33 кости в позвоночнике. Но есть те, у кого 34. Как бы хвостик сохранился у тех, кто от обезьян. Поэтому, зная это, мы теперь понимаем, что в позвоночнике опять же идут те основные 32 кости. Опять же 32 кости позвоночника плюс 32 постоянных зуба. Опять же мы получаем 64. То есть вот эта основная костная структура, прошлое, будущее, она в нас отображена в нашем строении, то есть в нашей основе. То есть, опять же, это все из генетики, опять же, это строение, основа строения человека. То, что у вас будет столько, сколько нужно этих костей, для того, чтобы не было этих генетических мутаций. Потому что, заметьте, идет генетическое нарушение, идут нарушения, много пальцев, мало пальцев, есть кости, нет костей, генетические другие проблемы. Они как раз связаны с тем, что люди перестали понимать, как они сами устроены, как работает эта система. Как я обращал уже внимание, нижняя наша часть это предки, то есть опять же 7 поколений женской линии, 7 поколений мужской, которые реализованы у нас в костях нижней части тела. Это 14 поколений предков, наш позвоночник плюс голова это и дистерично, плюс верхняя часть это 14 поколений будущих, которые должны у нас быть по минимуму. Получается, все это сумма идет 28. 28 на вас, на и дистеричное. Получается 280 дней. Это срок беременности женщины. Он тоже, как вы видите, не с потолка взят. Все закодировано в человеке. И его в генной структуре. Почему я и говорил, обращал внимание, что руки наше будущее, ноги наше прошлое. Проблемы с ногами, значит вы что-то не делаете для своего рода. Не выполняете или имеете какие-то ошибки с руками. Это проблемы с будущим. А чтобы их не было, нужно как раз прилагать все усилия для того, чтобы из птицы рода создать родовое древо. Обратите внимание, синяя часть это как бы наши предки, а потом у каждого должна быть хотя бы линия мужская и линия женская, то есть то же самое и у жены. Но для каждого из вас получается... Вот у вас должно получаться вот такое родовое древо, потому что вы сможете воплотиться только через следующие 7 поколений. Вот обратите внимание на красную стрелку в центре и на красную стрелку, которая в конце стоит. Вот это как раз то место, где вы сможете только воплотиться своей душой. Ну, как вы знаете, сейчас программа урезана минимум вдвое, как раз до 70 лет максимум, то люди все равно воплощаются, но они воплощаются в других частях своего рода. Уже не в этой семье, это может быть и другая область, и другая страна, потому что не в ком воплощаться. Или если человек не выполнил свои обязательства перед родом, но это мы будем рассматривать уже, что происходит после смерти. Если вам будет интересно, рассмотрим этот вариант, чтобы вы увидели. Поэтому раньше все имели свои родовые древа. Они их строили, знали максимально о своих родственниках, когда они родились, где родились, имена, фамилии. Фотографии, как они появилась такая возможность. То есть, когда человек знает, из каких основ он состоит, он получает возможность черпать оттуда энергию связевую. И, соответственно, получать ее и из будущего, когда он знает, какая у него задача, как ее выполнить. Поэтому у всех должно быть свое родовое древо. У всех. Да, понятно, что сейчас сразу это сделать может будет и невозможно, но это должна быть ваша задача. Максимально заполнить это родовое древо и передать потомкам, для того, чтобы они знали, кто они, откуда, какая их генетика, родственники и так далее. Тогда у вас заработают все ваши энергетические каналы, вы почувствуете связь. Сейчас вы оторваны от корней, то есть вы древо лишенное корней, поэтому вы не получаете подпитки, лишены энергетики, живете мало, болеете часто, имеете множество проблем. Вы висите как бы в воздухе, без будущего, без прошлого, и поэтому у вас количество проблем постоянно только зашкаливает. Поэтому начинайте создавать свое родовое древо и передавать его дальше, чтобы люди знали, кто, где, потому что, как я уже объяснял, при помощи гороскопа можно выяснить, какие проблемы родовые, какие задачи, то есть получается родовое наследие, которое нужно собирать, приумножать, передавать, даже работать в архивах. Вот это я понимаю, как бы увлечение, которое должен быть занят каждый.
Каждый, ну, конечно, кто хочет быть здоровый, счастливый, гармоничный и жить в гармонии не только с природой, но и с самим собой, своим родом. Потому что, как я уже обращал внимание, род – это основное и только при роде, то есть природа – это только при ваших родах. Получается тогда родина, там, где вы живете, а множество наших родов – народ. Но приступим к сути вопроса. Причем же здесь, как говорится, 7 поколений предков. Почему все время обращать внимание? 7 поколений, 7 поколений. То есть нельзя смешиваться ни с кем, кто хотя бы на 7 поколений отходит от вас. Потому что я объяснял, если вы в толпе увидите человека, в котором есть хотя бы 1% одинаковых с вами генов, он вам так понравится, вы будете просто счастливы. Что какой хороший человек. Почему? А вы из этого состоите. Вам не может не нравиться то, из чего вы состоите. Но в этом и проблема. То есть ведь родственники, а в них тоже есть какой-то процент похожей с вами одинаковой информации. Но с ними вам нельзя пересекаться. Хотя они вам будут очень нравиться. Давайте посмотрим, причем же здесь 7 поколений. То есть первое поколение семьи имеет 50% одинаковых генов. То есть это мама, папа, братья, сестры. То есть 50%. Второе поколение, дедушки, бабушки и другие родственники. Ведь у вас тоже есть другие родственники, которые там племянники и так далее, которые тоже имеют эти 25% одинаковых генов с вами. В третьем поколении это 12,5%, в четвертом 6,25%. Это уже прошли прадедушки, прабабушки. Пятое поколение 3%, шестое поколение 1%, ну 1,5 с хвостиком. И уже в седьмом только поколении мы имеем процент генов одинаковой генной информации меньше 1%. То есть уже считается, что только с 8-го поколения можно брать себе в жены, в мужья родственников, которые уже дальше от вас на 8 поколений. То есть зачем это нужно? Как раз, чтобы количество одинаковых генов было минимальным. По другим сведениям, это даже люди считали до 16-го поколения, что там вообще никаких совпадений. Сейчас объясню, почему же это нужно. То есть, чтобы вы понимали. Ведь, например, я, есть отец, мать, есть родный дед, бабка, есть прадед, прабабка. Но у них же тоже могли быть родственники, например. Для меня это двоюродный прадед, прабабушка, потом троюродный дед, бабушка. То есть, вот если я кого-то встречу из дальних родственников, он мне будет очень нравиться. И у вас будет то же самое. Но только он должен отходить от вас на 7 поколений. Поэтому нужно рассматривать и знать не только вашу прямую линию, из чего состоите вы, но и ответвление. Те братья и сестры, которые были у отца, матери, у дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, для того, чтобы, когда вы начнете выбирать себе пару, искать того, кто вам предназначен, вы случайно не попали на того, у которого информация с вами максимально одинаковой, что может привести к генетическим мутациям. Почему нужно все это знать? И понимать, что нам нужно генетическое разнообразие. И минимум генетическое совпадение. Они вообще должны отсутствовать. А как это объяснить? Понимаете, каждый объект имеет свой спектр, который видим. Например, перед вами спектр водорода вверху. Вот линейчатый. Потом идет полосатый спектр молекулярного водорода этого. В чем суть? То есть каждый физический объект имеет свой световой спектр. То есть это как генетическая информация. Почему геном человека, обратите внимание, вот он расшифрован, там множество каких-то полосок. Ну, а не забывает сказать, что 99% одинаковой информации у нас с вами только потому, что 99% это информация, как жить на матери Земле. Вот вспомните Маугли, он там оказывается ребенком и начинает разговаривать со зверьем. А кто его учил животным языкам? Никто, у него это в генах было. То есть 99% одинаковой информации у живых существ на Земле это просто информация для жизни на Земле. И взаимодействие с различными видами живых существ на ней. Поэтому Маугли, он и знал язык животных, потому что он в нем генетически был, он в нем проснулся для выживания. И мы все знаем это, только это у нас спит. А вот эта 1/10 разница, это есть суть. Это есть суть для каждого вида. То есть геном человека это фактически тот же свет. Тот же свет, который передается. Поэтому мы видим и разную структуру душ, и разный цвет душ, и разный цвет, который проявляется на человеке. Поэтому есть те, у кого желтая кожа, белая кожа, черная кожа, красная кожа. И то же самое у них с душами. То есть у них
главенствующий там красный спектр, коричневый, белый, желтый и так далее. Зачем это нужно знать? Потому что когда смешиваются два человека, там мужчина и женщина, и у них есть хоть какое-то одинаковое количество вот этой генной информации, вот обратите внимание на желтый вот этот спектр, желтую стрелку, я пример показал вам. Если информация одинаковая, она стоит в одном и том же месте, при смешивании она в объекте номер 3, то есть ребенке, она в этом месте разрушается. То есть одинаковая генетическая информация у двух людей при смешивании и получении в третьем существе, то есть в ребенке, она будет разрушена. Получается генетическая мутация, которую этот ребенок будет нести на протяжении 7 поколений. То есть она может проявиться, может не проявиться. Все зависит, конечно, от того, в каких условиях произошло это смешение, сколько этой информации было. То есть чем больше ее одинаково, тем больше разрушения, тем более ярко выражена болезнь. То есть она проявляется с таким же фактически процентом. То есть если 1% совпадений, то с 1% может проявиться. А если 50%, то проявится с 50%. То есть, поэтому это и запрещено законом в первую очередь. То есть, там, смешение кровных родственников. Почему? А ответ вот здесь. В разрушении одинаковой информации в третьем носителе, то есть в ребенке. То есть здесь это и показывает Красный Крест, как бы это разрушение этого места. Получается неизлечимая генетическая болезнь. А как ее вылечишь? Это место разрушено или сильно повреждено, но оно не работает в принципе. Вот же в чем проблема одинаковой информации. То же самое нужно понимать. Я уже говорил, что образно душа это такой крутой компьютер, который связан еще более с суперкомпьютером, то есть с родом. А теперь представьте, что на этот компьютер же программа какая-то должна стоять. А эта программа и есть генетика. Генетика, но, например, для желтых это там программа Android, для белых это Windows, грубо говоря. То есть у каждого своя генетическая программа для максимальной реализации потенциала души. Если смешать эти две программы, что будет? А будет то, что ученые фиксируют в мире каждые 7 дней фиксируют 5 неизлечимых генетических болезней. Вопрос, а откуда? Один источник как раз смешения разных видов. Представьте, у вас на устройстве может стоять Android, может стоять Windows. Они и так сами могут глючить, грубо говоря, не всегда хорошо работать. А теперь представьте, взяли половину от одной программы, присоединили к половине от другой программы. Вы вообще представляете, какие это будут глюки, какие повреждения, какие будут проблемы с работой вообще? Будет ли вообще эта система работать? Почему детская смертность это как раз отсюда привет. То есть невозможность вообще в принципе жизнеспособного потомства иметь с такими мутациями. Как раз почему я обращал внимание, что даже если первенец у такой смешанной пары рождается как бы у мужчины белого, например, он является уродом, то есть носителем мощи рода, то он не может исправить генофон. То есть у него структура души, например, отца, а генетика-то все равно наполовину матери. И он все равно не сможет ее исправить. Она как бы будет в нем его ограничивать, то есть нести проблемы. Этот человек не будет, мягко говоря, совсем здоров. Это будет проявление различных болезней, которые излечить фактически нельзя. То есть душа будет отца, но вот генетика будет нарушена. И это нарушение можно потом исправить. В лучшем случае, если не нарушать потом эти законы, через 7 поколений. То есть в течение 7 поколений эти проблемы могут проявляться. И только если 7 поколений проводить смешение с людьми одинаковой структуры души, там и потенциалами, и по любви, и те, кто вам предназначен, только через 7 поколений на 8-е это чудо можно устранить. То есть можно, чисто теоретически, да, но за это придется отвечать и отрабатывать 7 поколениям людей. Вот же в чем суть. То есть это за один день нет получится отработать. А отсюда и образование юродов. То есть те, кто выпали за пределы круга, те, которые связь с родом-то имеют, они даже часть генетики получили, часть души. Но это совсем другой род, который не соответствует ни отцу, ни матери. Поэтому они назывались для многих юроды. Отсюда и возникновение неустойчивых структур души, оттуда же психические и генетические болезни, которые сейчас мы фиксируем во множестве. Лучше всего это видно, кстати, в сельском хозяйстве. Это намного быстрее видно. Отсюда, например, перед вами мул.
домашнее животное, гибрид лошади, кобылы и осла, самца как бы. Все прекрасно, только он бесплоден. Есть другой межвидовый гибрид, опять же, там идет ослица с жеребцом, то есть мужская, женская линия, мужская, женская. Все прекрасно, но они бесплодны. То есть природа четко говорит, ребята, при таких межвидовых смешениях первая проблема это бесплодие, невозможность продолжения рода в принципе, хотя это будет вообще другой род. То есть это и не ослы, и не кобылы. Ну, дальнейшее уже устранить это не получится. Природа сразу дает ответ. Что это такое и цена такого межвидового скрещивания. То есть никто вам ничего не собирается запрещать. Главное, чтобы вы понимали, что вы на себя берете. Потому что отвечать-то вам. Поэтому и было уничтожено образование. Нет этого сейчас. Где это сейчас в школах преподают и объясняют. Потом говорят, вот мы вам объяснили, а теперь берите на себя эту ответственность и делайте, что хотите. Отвечать-то вам. И не только вам, а следующим 7 поколениям, если они вообще будут. Ну а что там расскажут в роду, когда вы совершите смену мерности, то есть смерть, это мы рассмотрим в отдельном видео, если захотите. Там тоже будет интересно. Отсюда и ответ. Основная причина роста бесплодия у женщин. Так она оттуда, от межвидового скрещивания. Да, там есть и другие проблемы, но основная межвидовое скрещивание. По меркам врачей, тогда, когда в народе на 1 миллион человек рождается один генетически неизлечимый ребенок, ну, это еще куда ни шло называется. Нормально. Если генетические аномалии обнаруживаются у каждого 100-тысячного члена социума, это уже тревожный сигнал. Это каждый 100-тысячный. Это уже тревожный сигнал, указывающий на то, что что-то не то. Я бы сказал, образование уничтожено. Вот что. Поэтому там имеются какие-то аномалии, загрязнения внешней среды, с питанием людей. Нет, с образованием. И с межвидовым скрещиванием. Вот в чем проблема. Но! Чтобы вы имели в виду, вот перед вами график роста количества наследственных заболеваний. То есть фактически за последние полвека в 10 раз. Фактически это то, что как бы признается, то, что как бы уже не скрыть, никуда не деть. То, что отработано. Но самое главное, чтобы вы знали, если для человека 1 на 100 тысяч, для людей, то генетически врожденные заболевания имеет каждый четвертый, не 4000, а 4 серый. Кто такие серые? Прошу переходить на мои предыдущие видео, где я показывал, кто это такие, откуда они появились, что значит кремний, глина, серый цвет, голубая кровь. То есть это все я описывал в тайнах голубой крови. Переходите, знакомьтесь, потому что многие посмотрели одно видео и даже не в состоянии прочитать ссылки под ним или перейти просто на канал, посмотреть. Там есть целые плейлисты, где эти видео собраны по направлению. А там ответы на все ваши вопросы, потому что вас же учат в школе, например, 10 лет, там в институте 5. А вы хотите здесь из одного видео узнать все о том, как работает природа и генетический аппарат, душевный, духовный, это невозможно. Здесь всего лишь вам дается маленькая толика информации, то самое базовое, что раньше рассказывали, грубо говоря, людям в 12 лет. Вы сейчас не знаете это и в 90. Ну, если кто-то, конечно, даже. То же самое мы можем посмотреть и от сотрудника Калифорнийского Копенгагского университета выяснили, гренландские эскимосы – самый врожденный народ на планете. У них больше всего мутаций, угрожающих жизни, по сравнению с другими народами. Вот РИА Новости сообщает, все ссылки на материал, как всегда, в описании. Дело в так называемом эффекте бутылочного горлышка. То есть уменьшение генетического разнообразия популяции вследствие резкого сокращения ее численности. То есть численность упала, они уже не могут соблюдать вот это правило 7 поколений, а значит накапливаются генетические мутации, которые, да, могут проявляться, но они становятся их носителями, они все равно нет-нет, да проявятся, потому что генетическое разнообразие-то нет. Откуда у народов севера такая традиция, как бы отдавать своих жен для путешественников, как раз для того, чтобы сохраниться и продолжить род. Именно здесь тут нет разнообразия этого генетического. Это нужно знать, чтобы не закрываться в своем виде, как бы в минимальном количестве. Нужно иметь множество родственников, знать о них, таких же людях с такой же структурой именно души,
звездных характеристик. Поэтому чем нас больше, чем генетическое разнообразие больше, чем крепче народ, но в рамках одного вида структуры души. Поэтому у эскимосов вот появилось большое количество мутаций, лежащих в основе врожденных заболеваний, снижающих жизнеспособность организма. А генетика это и есть максимальное разнообразие, но в пределах своего вида, то есть вида души, структуры, она обеспечивается как раз вот этими звездными характеристиками, максимальной разностью. Человек получает максимально насыщенную энергетику, генетику, ну и структура души при этом. Получается резонанс. Вот между парой возникает резонанс. Этот резонанс позволяет приводить в этот мир души, которые могут стать азами. То есть Бог, рожденный на земле, для того, чтобы и открывать путь в будущее всем остальным. Потому что когда все кругом имеют низкий энергопотенциал, то просто некому и некуда вести. Тем более, когда идет вырождение. Ну, делаем выводы. Главной целью жизни каждого человека есть выполнение долга перед родом. А именно это позволяет человеку получить новое тело для воплощения его бессмертной души в своем роду. В этом видео мы как бы продолжали рассматривать тайны крови и разбирали основные принципы генетического строения человека и генетической совместимости пар, которые позволяют иметь здоровое, генетическое устойчивое, разнообразное потомство. Как я уже обращал внимание в предыдущих видео, нам больше всего нравятся те, кто максимально на нас похож и максимально не похож. Все это можно понять, зная, что существует множество видов совместимости в паре, таких как душевная совместимость, где важна как раз одинаковая энергонная структура души, то есть максимальная похожесть. Вторая – звездная совместимость, где важна максимальная, возможно, разность дат рождения для получения максимального звездного потенциала энергии парой, в том числе и по летам разным. Генетическая совместимость, где важно смешиваться только с теми, кто минимум на 7 поколений не является для вас генетическим родственником и соответствует двум другим параметрам. То есть одно без другого просто не ходит. Это все вместе. И если вы встретите в толпе своего дальнего родственника, в котором есть хоть какая-то часть ваших генов, вы его сразу узнаете, он вам сразу понравится. Вот же в чем суть. То есть на животных инстинктах вы просто наломаете дров, которые будут выгребать 7 поколений, и то, если они будут. Вот зачем это делается. Все это описано и в современной науке. Тот же двоичный байт состоит в основном из 8 двоичных цифр. Это как раз от вас до следующих 7 поколений. Это получается 255. Плюс ваша жена или муж, которая будет 256 для продолжения цикла. Вот и получается птица рода, которая в итоге должна перетечь в древо рода, которое вам нужно еще составить. ДНК байт, именуемый кодон, содержит 3 символа. И так как каждый символ может иметь одно из 4 значений, то есть это 4 умножить на 4 умножить на 4, тогда вот будет 64. Поэтому кодон ДНК имеет 64 возможных значения. Это костная структура человека, она же матрица 8 на 8, она же шахматы. В отличие от 250 значений двоичного байта. Зная это, можно понять принципы строения человека и передачи наследственной информации. Также важно знать, что любая информация, которая является одинаковой в структуре ДНК для двух родителей, в их совместном ребенке будет повреждена из-за того, что одинаковые участки ДНК при смешивании повреждаются, разрушаются. И это повреждение может проявиться в ребенке с той вероятностью, какое количество одинаковой информации было у двух родителей, то есть от 50% для близкородственных связей, которые прямо запрещены законом именно из-за этого, до менее процента у родственников в 7 поколении. Но даже если это повреждение ДНК в ребенке сразу не проявилось, то он становится носителем поврежденной генетики, который может проявиться в следующих 7 поколениях. Именно поэтому в традициях многих народов сохранилась необходимость знать своих родственников вплоть до 7 поколения включительно. То есть это и не только прямая линия, но и там, у кого бабушки, дедушки были дополнительные дети, и прабабки и так далее. То есть это на 7 поколений в любую сторону, грубо говоря. У разных народов разный генетический набор, данный, который позволяет раскрыть максимальный потенциал их энергонных структур души. При смешивании разных народов появляются иные энергоновые структуры души, а смешанная генетика приводит к образованию новых повреждений в генетической информации из-за максимально различий разных видов, что в первую очередь выражается в бесплодии и других неизлечимых генетических болезнях, о чем тоже нужно знать.
Ссылки на использованные материалы, как всегда, в описании под видео. Переходите, знакомьтесь. Ну и на канале множество видео по этой тематике. Также переходите на мой сайт. Ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.